Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как вязать пинетки-сапожки на размер 9 сантиметров. Подробнее о пряже я напишу в описании под этим видео. Мне почему-то такие сапожки напоминают новогодние сапожки, либо же такие шаманские. Правую пинетку я уже связала. Почему правую? Потому что, смотрите, шов у меня будет с внутренней стороны. То есть вы, когда свяжете подошву, вы ниточку не будете отрезать для правой пинетки, а для левой, вот как я сейчас буду вязать, показывать вам, вы будете отрезать и начинать вязать с противоположной стороны. И таким образом у нас получится шов с внутренней стороны ножки. Как на левой, так и на правой пинетке. Вязать я буду из достаточно толстой пряжи. Это Газал Baby Cotton. Крючок буду использовать 3,5 мм. Подошву я уже связала. Для нее я набирала 13 воздушных петель. И дальше вязала, как обычно вяжу свои подошвы. Видео вы можете посмотреть также на моем канале. Итак, для левой пинетки мы будем начинать вязать с противоположной стороны. То есть вот с этой. Вязать мы будем не за 2 петельки, а за дальнюю стенку петли, для того, чтобы у нас получился красивый подъем. За дальнюю стенку. И давайте приступим к вязанию. Заводим крючок за дальнюю стенку, протягиваем нить. Начинаем вязать, набираем 2 воздушные петли. Повторюсь, для правой пинетки вы продолжаете вязать, не отрезаете нить. И дальше вяжем столбики без накида за дальнюю стенку. Ниточку прячем по ходу вязания. Вяжем за дальнюю стенку. И так будем вязать до конца ряда столбиками без накида за дальнюю стенку петли. До конца ряда я довязала. Делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Сделали. И вот такой вот у нас получился первый ряд. Дальше набираем 2 воздушные петли и будем вязать столбики без накида уже полностью за петлю. И так мы будем вязать этот ряд столбиками без накида. И потом еще сделаем снова соединительный столбик, 2 воздушные петли и еще один ряд провяжем столбиками без накида. Итак, я провязала. Всего у меня получилось от подошвы 3 ряда столбиками без накида. Дальше смотрите, что мы делаем. Находим серединку. Я складываю пинетку вот таким образом. Находим серединку. В серединке у нас 1 петля. От этой петельки мы отсчитываем 10 петель в сторону. В одну сторону 10 петель.
И в другую сторону тоже 10 петель. Всего получилось, что мы отсчитаем 21 петлю. Ставим маркер и начинаем вязать. Вяжем до маркера столбики без накида. Набираем 2 воздушные петли. И вяжем столбики без накида. Довязала я до маркера. Теперь мы здесь будем делать убавление столбиками без накида. Итак, можно делать убавление столбиками без накида вот таким образом, заводя крючок в первую и вторую петельку и протягивая через все 3 петли. Но я буду делать это по-другому. Смотрите, заводим крючок за одну ближнюю стенку петли и заводим крючок еще раз за ближнюю стенку петли следующие петельки. Протягиваем через них рабочую нить и протягиваем через оставшиеся 2. Убавление сделали. Следующую петлю мы будем провязывать 1 столбик без накида. Дальше будем делать снова убавление таким же образом. За ближнюю стенку петли, за одну и за вторую протягиваем рабочую нить. И еще раз. Дальше снова столбик без накида. И так мы будем чередовать. То есть делаем убавление, потом дальше столбик без накида. Снова убавление, снова столбик без накида. И так мы будем провязывать 21 петлю, которую мы отсчитали. Итак, я провязала все петли, которые мы отсчитали. Вот так у нас получилось. Это мы сделали для того, чтобы у нас получился плавный такой переход к убавлениям, которые мы будем делать дальше. И дальше мы будем вязать столбики без накида до конца ряда. Я довязала до конца ряда. Сейчас мы будем снова отсчитывать от центра петельки. Складываем пополам. Уже в центре у нас не будет петли никакой. Итак, отсчитываем 10 петель в одну сторону и 10 петель в другую сторону. Всего у нас должно получиться 20 петель. Но с этой стороны я уже не буду ставить маркер. Поставлю маркер только с этой стороны. Итак, начинаем вязать. Набираем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида до маркера. Довязала я до маркера. Сейчас мы будем делать убавление столбиками с накидом. Убавление мы будем делать не полностью за всю петлю, а только за дальнюю стенку петли. Вот за эти петельки. Вот за эти. И так дальше. Делаем накид, заводим крючок за дальнюю стенку петли. Достаем ниточку, провязываем только 2 петли. 2 петельки у нас остается на крючке. Снова делаем накид, заводим крючок в следующую дальнюю стенку петли. Достаем ниточку, провязываем через 2 петли. Остается 3 петли на крючке и провязываем через них. Одно убавление сделали. Дальше снова делаем убавление, делаем накид, заводим крючок за дальнюю стенку петли, протягиваем через 2 петли, 2 петельки остаются на крючке, снова накид, в следующую петельку, дальнюю стенку петли, провязываем через 2 петли, 3 петельки остаются на крючке
и провязываем через них. Второе убавление сделали. И всего у нас здесь должно получиться 10 убавлений. Все убавления я сделала. Всего у меня получилось 10 убавлений, так же как и у вас. Вот смотрите, как получилось. Дальше мы будем вязать столбики без накида уже полностью за всю петлю. Там мы вязали за дальнюю стенку петли для того, чтобы у нас красивая такая полоска получилась на мысе. До конца ряда довязали, делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Сделали. Дальше набираем 2 воздушные петли. И смотрите, здесь у нас мы сделали убавление, и на мысе осталось 10 петель. Здесь мы снова будем делать убавление, и всего у нас здесь получится 5 убавлений. Вяжем столбики без накида. До этого места. Провязала я столбики без накида. Сейчас мы будем делать убавление. Убавление будем делать снова столбиками с накидом. Здесь будем уже делать убавление полностью за всю петлю. Ну, заводить крючок не за дальнюю стенку, а полностью за всю петельку. Делаем убавление, так же как и делали. Одно убавление сделали. Второе. Третье убавление делаем. Сделали. Четвертое убавление. И последнее, пятое убавление. Убавление сделали. Дальше будем вязать столбики без накида до конца ряда. Делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Все, почти готово. И вот такой мыс у нас получился. Убавления больше делать мы не будем. Дальше мы будем вязать только столбики без накида. Набираем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида полностью за всю петлю до конца ряда. И сейчас нам нужно провязать этот ряд столбиками без накида, потом еще 3 ряда столбиками без накида. Итак, провязала я 4 ряда столбиками без накида. Дальше мы будем вязать вот эти вот петельки. Для этого набираем 2 воздушные петли. Они вяжутся совершенно просто. Смотрите, заводим большой палец под рабочую нить и натягиваем ее как бы на себя. Вот здесь ниточки у нас так перекрестились, можно сказать. Вот, смотрите. И в петельку, в первую, заводим крючок и вяжем столбик без накида. Смотрите, чтобы рабочая нить, не рабочая нить, а вот эта нить от петельки находилась за крючком. Дальше снова заводим большой палец под рабочую нить, натягиваем ее на себя. И смотрите, заводим крючок в следующую петлю и вяжем столбик без накида. Снова большой палец, заводим под рабочую нить, натягиваем ее на себя
И вяжем столбик без накида. Тоже смотрите, чтобы все петли вот эти, которые мы делаем, были одного размера. И так мы будем вязать до конца ряда, делая такие петельки. До конца ряда я довязала, осталось сделать соединительный столбик. Но прежде чем его делать, нам нужно сделать еще одну петельку, чтобы у нас в этом месте не было пусто. И делаем соединительный столбик. Дальше набираем 2 воздушные петли. Так, посмотрите, какие петельки у нас получились. И дальше вяжем столбики без накида. Провяжем еще этот ряд и потом еще один ряд. Провязала я 2 ряда от наших петелек столбиками без накида. Следующий ряд мы будем вязать за дальнюю стенку петли. Вяжем столбики без накида. Вяжем так за дальнюю стенку для того, чтобы нам с легкостью можно было согнуть верх пинетки. Довязываем до конца этот ряд и еще вяжем один ряд столбиками без накида. Провязала я еще 2 ряда столбиками без накида. Можно и дальше продолжить вязать красной нитью, красным цветом еще один ряд, но я здесь захотела поменять цвет на белый. Если вы так же, как и я, будете вязать последний ряд другим цветом, то мы будем вязать с изнаночной стороны. Если тем же цветом продолжите вязать, то вяжите, как и вязали. Итак, заводим крючок с изнаночной стороны, протягиваем нить, набираем 2 воздушные петли и вяжем также этот ряд столбиками без накида. Мы вяжем с изнаночной стороны, потому что когда мы будем отгибать верх пинетки, изнаночная сторона у нас получится лицевой. Соответственно, такое вязание будет смотреться лучше. И вяжем столбики без накида до конца ряда, а потом делаем соединительный столбик и отрезаем нить. Ну и прячем ее, чтобы не торчала. И давайте провяжем самостоятельно до конца ряда. Итак, я довязала до конца ряда и уже спрятала ниточку. И вот, смотрите, как с легкостью отгибается верхушка. Сейчас мы будем обвязывать подошву соединительными столбиками, также белым цветом. Начальную петельку я уже сделала. Заводим крючок между подошвой и первым рядом основания. Достаем петельку и начинаем в каждую петлю делать соединительный столбик. Вот так. И так вяжем до конца ряда. И вот такие пинетки-сапожки у нас получились. Вяжутся они легко и быстро, что самое главное, и смотрится достаточно интересно.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи. Пока!